Добрый день, мои дорогие! У нас сегодня третья заключительная часть и практическая, что немаловажно, по вот этой модели топа. Основная информация – это мой размер 38 европейский, 44 российский. Ушло у меня, ну, если уж быть точными, 270 грамм. Я вязала стопроцентного полиэстера. Ориентировочный метраж вам следующий: 100 грамм, 240 метров. И спицы 3 миллиметра. Более полная относительно пряжи, спиц, размеров, точных расчетов. Об этом мы все уже говорили. Даю ссылки здесь и под видео, конечно. Первая, вторая часть. Переходите, слушайте, вникайте. Значит, мы начинаем вязать. Я набрала 97 петель на 2 спицы по 2,5 миллиметра. Вы набираете, как вы считаете нужным. Значит, 96 петель у нас для узора и 1 петля для соединения в кольцо, потому что у нас, помним, раппорт 12 петель, 8 раппортов. Теперь вы, не знаю, если вяжете на кольцевых, то, конечно, лучше с короткой леской. А вот я сейчас перенесу на 5 спиц и уже потом перейду на спицы кольцевые. Вот я перенесла. Значит, так, здесь 24 петли везде на каждой спице, а вот на последней 25. То есть нить у спицы вот правой, где 24 петельки, а вот петелька наборная, она, видите, такая специфическая. Вот здесь вот 25. Смотрите, чтобы у вас ничего не перекрутилось вот здесь вот на месте перехода, да, между спицами. И вот так вот я беру. Лицевая сторона, смотрите, вот, и туда идем вязать, да, направление влево. Значит, сначала пока отложу 5-ю спицу, не перепутайте нить, чтобы шла к мотку или клубку. И вот здесь вот нужно соединить нам кольцо. Вот эта специфическая петелька, я ее сюда снимаю на правую спицу. И уже первую петлю с правой спицы, которая обычная, надо вот так вот, видите, поддеть и протянуть. Ну, у меня тут пряжа в несколько нитей, поэтому не очень просто. Да, вот, кстати, по-моему, одна ниточка и... Да. Вот так вот сейчас, значит... Ну ладно, я ее отрежу, эту одну. В общем, смотрите, вот так вот все я затягиваю, эту петельку. Так, я поправила свои ниточки, и сейчас мы вяжем горловину. Она у нас имеет платочную вязку. Как хотите, девочки, можете изнаночный ряд пускать сразу первый, можно лицевой. Ну, давайте будем вязать лицевым. То есть все петельки спокойно садимся и вяжем лицевыми. Давайте лучше лицевыми, ими пока легче, пока у нас это все такое зыбкое. Пусть будут лицевые. Вот. Вяжем до конца ряда. Первый ряд закончился. Сейчас я буду вязать второй. И перехожу на кольцевые спицы. Вот видите, на леске. И вяжу этот ряд изнаночными петлями. Так, вы вяжите, как вы вяжете изнаночные петли. Не обращайте на меня внимания. А я вяжу классические. Тоже до конца ряда. И затем следующий третий ряд получается. Вяжем опять лицевыми петлями. И четвертый опять изнаночными. Если вам покажется мало, вы можете еще провязать 2 ряда таким образом. Итак, 4 ряда платочной вязки готовы. Сейчас начинаем нашу ажурную кокетку и первый ряд по схеме. Я, кстати, забыла сказать, что я вяжу на 2 парах кольцевых спиц. Так, первая петля, мы начинаем с листика. У нас листик имеет, по сути, 9 петель. И мы вяжем так: 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Сейчас я свои спицы поправлю.
Делаем накид, провязываем еще одну лицевую. Это центральная петля в листике. Делаем накид, провязываем опять 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Значит, смотрим. 4 лицевые петли, накид, 1 лицевая по центру, накид, 4 лицевые. То есть получается 4, 1, 4. 8 плюс 1, 9 и 2 накида. И теперь, как только мы это выполнили, это наш один листик. Хотите, поставьте на вот эту вот центральную петельку или прикрепите маркер, чтобы вы понимали, это ваш один листик, потом второй, потом третий, и так все по ряду. И вот 3 петли, это у нас будет ажурная дорожка, то есть которая будет разделять каждый листик. Что мы делаем? Накид, провязываем вот эти 3 петли вместе. Значит, определитесь прямо с самого начала, как вы будете провязывать. Можно провязывать, например, сразу, вот так вот, как они у вас лежат, если тоже вот так. Ввели спицу правую, 3 петли, захватили, протянули, вот 3 петли вместе. Так, а я накид сбросила, да? Смотрите, как я поднимаю накид теперь. Вот, накид, подняла, подтянула нить и петля. Ну, в принципе, меня устраивает. Дальше я делаю накид и пошел второй листик. Если вам не нравится так, можно выполнить по-другому. Так, накид не забываем. Значит, снимаем петельку, повернув. Вторую снимаем, повернув. Вернули на левую спицу. Теперь смотрите, накид придерживайте. Правой вот так вот вводим. И снимаем эти петли, они тоже поворачиваются. Далее провязываем лицевую петлю, третью, и протягиваем ее сквозь вот эти 2 петли. Таким образом, центральная петля будет сверху. Это тоже 3 петли вместе. Так, накид, 3 петли вместе и накид. Наверное, так покрасивее будет, девочки. Давайте так вязать. Вот. Это один раппорт. То есть вы поняли, 9 петель, 2 накида перед центральной и после центральной петли. Здесь накид, 3 вместе накид. И вот сейчас точно так же это все проделать до конца ряда. Значит, начинаем второй ряд вязать. И смотрите, чтобы вот здесь вот у вас на правой спице остался накид последний. То есть у нас здесь дорожка. И вот сейчас мы начинаем второй ряд. Видите, как я держу этот накид? Это второй изнаночный ряд, который вяжется просто лицевыми петлями, то есть по рисунку. Все петельки и накиды в том числе мы провязываем лицевыми петлями. И теперь каждый изнаночный ряд, вот смотрите, видите, я провязываю. Я показывать больше не буду. Если ряд изнаночный, значит вяжем лицевыми петлями. Так вот. Теперь третий лицевой ряд. Как мы вяжем наш листик? У нас вот центральная петля, которая будет ориентиром листика. А здесь по краям, в начале и в конце, у нас будут 2 петли вместе с разными наклонами. В начале с наклоном сюда влево, то есть к центру, можно так сказать. А в конце с наклоном, с наклоном вправо, тоже к центру. Смотрите, как мы провязываем. Вот петельки лежат так, мы вяжем по кругу. Значит, сняли одну, сняли вторую, повернули, не поленились и провязали 2 вместе лицевой. Я пробовала делать протяжку. Мне кажется, вот так вот 2 вместе лицевой будет красивее. Затем у нас идут 2 лицевые петли. 1, 2. Теперь накид, 1 лицевая, накид и центральная лицевая петля. Опять накид, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Так, спицы стучат у меня. Вот. И осталось 2 лицевые. Вот их как раз мы просто, если туго, вот сюда вводите спицу правую, потяните
И далее вот так вот 2 вместе лицевой, видите, с наклоном вправо к центру, и провязываем. Вот так вот будет наш листик. Теперь 3 петли ажурной дорожки мы провязываем точно так же, как и в первом ряду. Накид, 3 вместе, накид. И идем все, в общем, повторяем на листике и дорожке до конца ряда. Затем 4-й изнаночный ряд, вяжем весь лицевыми, и так дальше каждый изнаночный ряд. Просто не забывайте и не теряйте вот здесь вот накиды, провязывайте их потом лицевыми в изнаночном ряду. Все. 5-й лицевой ряд, опять одну снимаем, поворачиваем, вторую лицевую снимаем, поворачиваем, возвращаем обратно и провязываем 2 вместе лицевой. Теперь 2 лицевые петли, 1, 2, затем накид и опять 2 лицевые петли, 1 и 2, накид и вот центральная петля, лицевая, опять накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. А вот эти 2 лицевые просто провязываем. Вот я подтягиваю, потому что туго. Вот сюда ввожу спицу слева направо и провязываю 2 вместе лицевой, чтобы наклон был к центру, то есть вправо, и петелечки тоже лежали ровно. Вот так вот каждый листик. Опять же накид, 3 вместе накид. И вяжем сюда до конца ряда, опять изнаночный ряд и встречаемся. 7-й лицевой ряд, все так же первые 2 петли снимаем, поворачивая, возвращаем и провязываем 1 лицевой. Теперь 2 лицевые после сокращения будут всегда у нас идти, пока листик расширяется. А вот здесь вот с каждым рядом количество петель будет увеличиваться. Значит, вот в 7-м у нас получается их 3. Провязали 2 лицевые, сделали накид, а теперь эти 3. 1, 2 и 3. Центральная петля, делаем накид и провязываем лицевую. И вот эти вот петельки, они будут увеличиваться, уже 4, видите, потом 5, и так до момента, пока у нас по центру, смотрите, вот, первый накид, второй, третий, сейчас мы сделали 4, а их должно быть 8. Да, 8. Теперь делаем накид и повторяем все в обратном порядке. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Опять накид, 1 лицевая и 2 лицевая. То есть тут, видите, очень все уже гармонично получается. Эти 2 лицевые провязываем с наклоном вправо, 2 вместе. И все, наша дорожка, значит, накид, 3 вместе, накид. И повторяем до конца ряда вот этот вот раппорт. Не забываем об изнаночном лицевыми петлями. 9-й лицевой ряд. Опять же, все по аналогии. Смотрите, я сейчас объясняю и показываю. И потом мы с вами встретимся в 17 лицевом ряду, то есть 11, 13 и 15 мы уже провяжем самостоятельно. Значит, как мы будем вязать? Первые 2 лицевые петли мы провязываем все так же вместе, 2 одной, значит мы повернули и провязали 1 лицевой. Затем после сокращения всегда будут 2 лицевые идти, и затем накид. А вот здесь вот между накидом и центральной лицевой петлей у нас с каждым рядом будет плюс 1 петля, как я сказала. Вот, смотрите, уже 4. Потом в 11 их будет 5, в 13 их будет 6, в 15 их будет 7, вот здесь вот лицевых петель, а в 17 мы уже с вами начнем вязать, и наш листик будет суживаться. Значит так, накид вяжем 1, 2, 3 и 4 лицевая, делаем накид, центральная, накид и опять 1, 2, 3 и 4 накид. И вот здесь вот 2 лицевые и сокращение. 2 вместе, 1. Вот так вот. Дорожка и до конца. И не забываем, конечно, об изнаночных рядах. И 17 лицевой ряд у нас сейчас идет.
но вы пересчитайте для контроля. Вот последний 8 накид по центру. И здесь от накида и до накида 7 лицевых петель. И теперь мы будем продолжать сокращение, потому что листик у нас сужается. Значит так, эти петельки поворачиваем 2, провязываем 1 лицевой, как мы и делали. Затем все так же 2 лицевые, 1, 2. И теперь делаем накид и опять делаем сокращение. То есть мы поворачиваем первую лицевую и вторую лицевую и провязываем их 2 вместе. Не теряйте нити, если у вас тоже такая пряжа многослойная. Теперь мы с вами вяжем 1, 2, сейчас, секунду, 13 лицевых петель. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это центральная, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Эти 2 сокращаем с наклоном вправо, подтяните, если надо, и 2 вместе 1 лицевой провязали. Сделали накид, провязали 1 и 2 лицевую. Это вот эта вот грань. Не грань, а расстояние. Оно всегда 2 лицевые петли имеет. И опять 2 вместе лицевой, как и было до этого. Все, вот это наш листик. Вот так выполнить каждый, ну и дорожку, пока без изменений. 19 лицевой ряд. Надеюсь, вы не забыли провязать лицевыми петлями изнаночный ряд. Теперь все так же, как и в предыдущем ряду. Первые 2 лицевые повернули, провязали 2 одной, дальше 2 лицевые, накид, и вот здесь продолжаем сокращение. Поворачиваем 2 лицевые, провязываем 1. Теперь 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по центру, 7, 8, 9, 10, 11. С этой стороны провязываем 2 одной, сокращение, делаем накид, 2 лицевые и опять сокращаем 2 одной. Так, листик закончился. Вот. Дальше дорожка и так до конца ряда и изнаночный ряд. 21 лицевой ряд. И у нас сейчас будут изменения в ажурной дорожке. Мы провязали 10 накидов, вот так вот в высоту. И сейчас листик мы продолжаем суживать, но для кокетки необходимо расширение, и оно сейчас у нас будет формироваться за счет вот этого ажурного узора, то есть он будет расширяться. Значит так, смотрите, что мы делаем. Забыла сказать, вот начало ряда, но если кому-то неудобно, поставьте вот здесь вот маркер. И вы уже, наверное, заметили, что я перешла на одни спицы. Начинаем ряд с накида, то есть маркер у вас стоит вот здесь, после последнего накида, который мы провязали в изнаночном ряду лицевой петлей. Вот здесь вот поставьте теперь накид. Листик мы вяжем, как и вязали. Первые 2 петли поворачиваем и провязываем одной. Затем 2 лицевые петли на этот накид и опять здесь сокращаем. То есть листик все по аналогии, петли идут к уменьшению. Здесь у нас с вами 9 лицевых петель. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 центральная, 6, 7, 8 и 9. Затем 2 одной. Видите, у нас получается листик в листике. Вот один, а вот второй. Вот я, кстати, что-то здесь напортачила, но я потом закреплю вот так вот. Надо же, не видела. Да, ну, уже не буду распускать. Дальше накид.
2 лицевые, и здесь листик тоже сокращаем. И вот наши 3 петельки ажурной дорожки. Что мы делаем? О, моя собачка уже спит. Значит, делаем накид и провязываем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. То есть мы их не сокращаем, как делали 3 одной, а просто провязываем 3 петли. И после дорожки тоже делаем накид. Фактически получается 5 петель. И вот так идем до конца ряда. Листик, как только что сделали. И на каждой ажурной дорожке накид, 3 лицевые, накид. И сюда подходим. И дальше лицевой ряд, то есть лицевыми петлями изнаночный ряд. 23 лицевой ряд. И здесь у меня случилась неприятность. Я распустила много. Поэтому я буду вязать ажурный вот этот вот узор не по центру, как схема предлагает, вот здесь вот деление раппорта, а вот буквально после листика сразу. Поэтому смотрите, что мы сделаем. Вот 3 лицевые петли, которые мы только что провязали над ажурной дорожкой. Сделали накиды. Этот накид я уже провязала лицевой петлей в изнаночном ряду, а вот этот накид, по сути, надо сейчас провязать лицевой петлей, и уже пойдет раппорт новый, даже так, новый ряд, 23, о котором мы говорим. Вот закончился листик. Поставьте сюда маркер. И вот отсюда у нас будет с вами начинаться новый ряд. Но здесь накид, что мы делаем? Значит, начинаем по сути узор и немножко подтянем, чтобы ряды состыковать. Значит, делаем накид. Вот здесь вот провяжем лицевую петлю. Здесь сделаем накид. Теперь вот эти 3 петли нам нужно провязать вместе. Я буду кое-где поворачивать, разворачивать петельки, потому что после того, как я поднимала все петли на спицы, сами понимаете, они могут смотреть в другие стороны. Так, вернее, в другую сторону, чем надо. Теперь делаем накид после 3 вместе. Здесь провязываем лицевую и делаем накид. Вот это наша ажурная вставка, но я вам сейчас ее еще раз покажу, чтобы вы не волновались. Что мы делаем с листиком? Листик тут, в общем, все по аналогии. Вот наши 2 лицевые в начале, провязываем 2 одной с наклоном влево к центру. Затем 1 лицевая, 2 лицевая, делаем накид, и эти 2 петли тоже провязываем 2 одной с наклоном влево. По центру у нас с вами остается 7 петель. Значит, считаем: 1, 2, 3, 4 по центру, 5, 6, 7. Эти 2 мы провязываем вместе с наклоном вправо. Так, затем накид, 1 лицевая, 2 лицевая. Эти 2 с наклоном вправо, 2 вместе одной. Листик закончился. Так, смотрите, наш ажурный узор. Значит, сделали накид, провязали лицевую петлю, сделали накид, провязали вот эти 3 вместе одной. То есть сняла, провязала и протянула. Сделали накид, провязали лицевую, сделали накид. И вот так мы все делаем. Потом провязываем изнаночный ряд лицевыми петлями. И всегда стараемся, старайтесь, чтобы маркер был по окончанию, сразу после окончания листика. 25 лицевой ряд. Значит, сразу после листика начинаем. Мы делаем накид, провязываем 3 лицевые петли, 1, 2, 3, делаем накид. Теперь вот наша центральная петля, мы ее просто провязываем лицевой. Затем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и вяжем листик. Что здесь? 2 лицевые одной с наклоном влево к центру, затем 1 лицевая, 2 лицевая, накид, опять 2 лицевые вместе с наклоном к центру. Так, секунду.
Видите, как неудобно с этими ниточками. Затем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Эти две одной с наклоном тоже к центру, наклон вправо, накид, 1 лицевая, 2 лицевая, опять 2 вместе, наклон вправо. И по сути я уже показала ажурный узор, ну еще последний раз покажу, а потом уже буду только один раз, ну, в самом начале и листик. Накид, лицевая, накид. Так, стоп, девочки. Накид, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. Накид, центральная лицевая, вот она. Накид, 3 лицевые и накид. Все. 27 лицевой ряд мы начинаем с накида. Провязываем 1 лицевую, 2 накид. Теперь 3 петли вместе одной. Значит, сняли 2, провязали 3 лицевой, протянули. Делаем накид и тоже 3 петли вместе. Только здесь у нас уже не ромбик будет, а просто дорожка. Сейчас покажу. Вот видите, здесь ромбик, а здесь просто дорожка. Накид, опять 3 петли вместе. Значит, 2 снимаем, 3 провязываем и протягиваем. Так, опять накид, лицевая, накид. Вот так вот ажурный узор. Теперь листик мы поворачиваем, ну здесь по аналогии. 2 вместе, 2 лицевые, накид по центру. Опять 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли и 2 петли вместе с наклоном вправо. Так, раппорт закончился. Вот все, теперь повторяем и вяжем изнаночный ряд. 29 лицевой ряд. Значит, начинаем тоже накид делаем. Теперь 3 петли лицевые, 1, 2, 3. Вот видите, центральная и ромбик. Накид, 1 лицевая, она тоже центральная, значит опять накид. Дальше 3 провязываем 1 лицевую, 2 лицевую, 3 лицевую. Видите, здесь все по ромбикам. Опять накид, 1 накид и здесь 3 лицевые. И, конечно, накид. Вот так вот этот узор и получается. Теперь листик все так же поворачиваем 2 лицевые, провязываем 1, наклон влево, 1 лицевая, 2 лицевая, накид. Внутренний листик поворачиваем 2 петли, 2 вместе, 1 наклон влево и 1 центральная лицевая петля. Теперь потянуть, если нужно, и 2 вместе, наклон вправо, накид, 1 лицевая, 2 лицевая и завершаем листик 2 вместе, наклон вправо. Так, повторяем ажурный узор, листик и изнаночный ряд. 31 лицевой ряд, ажурный узор. У нас тут сокращение, 5 сокращений, 3 одной. Но в начале просто лицевая петля, значит накид, лицевая петля, накид. Далее 3 петли вместе одной, значит снимаем, 3 провязываем и протягиваем. Накид и опять второе сокращение, 3 одной. Провязали и протянули. Так, накид, еще одно сокращение, это уже 3, оно у нас центральное. Если вы посмотрите на узор, видите, вот центральное. Накид, 4 сокращение, 3 одной. Так, подхватили и протянули.
накид и пятое сокращение 3 1. Так, пятое. Опять накид, лицевая, накид. Готов ажурный узор. Листик. Здесь он у нас все больше суживается и уже внутренний заканчивается. Значит, 2 вместе одной. Делаем, провязываем одну лицевую, вторую лицевую, делаем накид. И 3 вместе одной точно так же, как мы сокращаем на ажурном узоре. 2 повернули, сняли, третью провязали, протянули. Накид, 1 лицевая, 2 лицевая и 2 вместе одной с наклоном вправо. Вот мы с вами это все выполнили. Так, вяжем до конца ряда и изнаночный ряд. 33 лицевой ряд. В ажурном узоре у нас с вами 4 раза будет по 3 лицевые петли и 3 раза по одной. Значит, смотрим. Накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли. Это получается вот центр. Теперь 3, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые петли и накид. То есть мы начинали из 3 лицевых петель и заканчиваем. Смотрите, 3 лицевые петли, здесь 3 лицевые петли, здесь и здесь 4 раза. И трижды по одной. Вот 1 лицевая, центральная лицевая, накиды, и вот лицевая и накиды. Теперь у нас листик. Значит, здесь поворачиваем 2 одной и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И закрываем листик. 2 вместе с наклоном вправо. Так, вот. Повторяем. 35 лицевой ряд. На ажурном узоре у нас с вами будут сокращения 3 одной. Вот у меня, кстати, видите, нить как раз закончилась. Одним словом, я использовала ткацкий узел. Если вам интересно, то ссылку я вам оставлю под видео. Значит, так, что у нас? Первая петля у нас просто с накидом. И последняя, а центральные 3 вместе. Значит, делаем накид, провязываем лицевую петлю. Я это все придерживаю. Затем делаем накид. И вот 3 петли одной. Так, снимаем. Третью провязываем и протягиваем. Это одно сокращение. Дальше второе, третье, четвертое по центру, пятое, шестое и седьмое. И последняя петля с накидами. Значит, получается, да, 7 накид. Ой, извините. Подтягивать надо. Так. Второе. Одно, второе, далее третье, теперь накид четвертое, это по центру, накид пятое, опять накид шестое, так, накид и последнее. Снимаем 2
провязали лицевую и протянули. Так, накид, лицевая, накид. Здесь 2 вместе с наклоном влево провязываем. 3 петли лицевые по центру листика остались. И здесь 2 петли вместе с наклоном вправо. Так, повторяем все до конца ряда. Так, 37 лицевой ряд. У нас на ажурном узоре будут просто лицевые петли 3 или 1. Ну и соответственно накиды с двух сторон. Значит, смотрим. Так, это моя нитка. Накид 3 петли лицевые. Секунду. Накид 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Это мои тут ниточки, я потом их спрячу. Далее накид 1 лицевая. Накид 3 лицевые. Накид 1 лицевая. Накид 3 лицевые. Это как раз у нас была центральная петля. Опять накид 1 лицевая, накид 3 лицевые, накид 1 лицевая, накид 3 лицевые и накид. То есть начинали из 3 лицевых, вот они, и закончили. Получается 3 лицевые, 1, 2, 3, 4, 5 раз и 1, 2, 3, 4 раза 1 лицевая петля. Значит 3, 1, 2, 3, 4 и 5. И 4 раза между ними по 1 лицевой. Далее накид. Листик, значит, наш заканчивается. Здесь 2 вместе наклон влево, 1 лицевая, здесь 2 вместе наклон вправо. Так, все, закончился. То есть еще не закончился, но уже предпоследний ряд. Так, все вяжем до конца. Так, и 39 ряд, где мы закончим наш листик. Вот 3 одной. И в ажурном узоре у нас получается, что сокращение 3 одной чередуется с 3 лицевыми. Значит, в начале у нас накид, 1 лицевая, накид. Затем 3 петли вместе лицевой. Значит, вот мы повернули, сняли 3, провязали, протянули. Теперь накид. Извините, нету накида. Нет накида. Просто 3 лицевые. 1, 2 и 3. Вот центральная. Угу, все правильно. Опять 3 вместе 1 без накида. Значит, 2 сняли, в 3 провязали, протянули. Так, есть. Опять 3 петли лицевые без накида. 1, 2, 3. Так, опять 3 вместе без накида. Значит, сняли 2, 3 провязали, протянули. И это сокращение 3 вместе, оно у нас центральное. Вот. Далее 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 3 вместе 1, сняли 2, что-то я провязали 3 лицевой, протянули. Так, затем 3 лицевые, 1, 2, 3. Затем опять 3 вместе, 3 вместе 1, сняли 2, 3 провязали и протянули. Так, и теперь получается, так, секунду, что у нас здесь получается? Надо же, никак не могу, девочки, извините. Секунду. Получается, что... ну, минуточку.
Разобралась, там схема неполная. Так, значит, у нас здесь был накид, лицевая, накид, значит, накид, лицевая, накид. И 3 вместе одной закрываем листик. Так, вот, готов листик. Так, смотрите, мы закончили ажурный узор, закрылся листик. И сейчас, по идее, у нас изнаночный ряд, который мы вяжем лицевыми петлями. Вот в нем мы сделаем прибавки, потому что по окружности у нас 192 петли, а нам нужно 248. То есть нужно прибавить еще 56 петель. И в целом получается, что на каждый раппорт плюс 7 петель. Вот этот вот раппорт я имею в виду ажурный узор, потому что листики уже закончились. Это в среднем получается через 3 петли. Значит, смотрите, мы вяжем лицевыми петлями и считаем. 1 петля, 2 петля, накид вот этот вот вяжем 3 петлей. Теперь делаем накид, который потом провяжем скрещенными лицевыми. И дальше считаем, как тут у меня правильно смотрит, 1, 2, 3, второй накид, опять 1, 2, 3, третий накид, 1, 2, 3, четвертый накид, 1, 2, 3, пятый накид, 1, 2, 3, шестой накид, 1, 2, 3 и седьмой накид, получается 1 и 2. Значит, вот такой вид это все будет иметь. Вот. А эти, как я сказала, скрещенные петли, они вот эти дырочки скроют от накидов, и дальше пойдет просто лицевая гладь. И теперь в следующем ряду мы вяжем лицевыми петлями все. А вот эти вот накиды, смотрите, вот за заднюю стеночку подхватываю и провязываю лицевую, чтобы она вот такая вот была скрещенная. 1, 2, 3. И опять накид подхватываю за заднюю стенку и провязываю лицевой скрещенной. Так, я закончила вязать свою кокетку уже полностью. Значит, прежде всего, если вы вяжете на 3 мм, значит, у вас примерно такая же картина. Если на спицах 4 мм, значит, скорее всего, ажурного узора вам достаточно для высоты вашей кокетки. Конечно, нужно померить после ажура, когда он связан, то есть ВТО сделать его, померить, и уже будет понятно. И как я разделила петельки. На перед и спинку у меня 75 петель, а на рукава по 49. Вот центральная петля или центральный листик. И эту петельку одну я буквально за 2 стеночки подхватила. И теперь получается в эту сторону отложила 37 петель и поставила маркер на леске. И сюда 37 петель и тоже поставила маркер на леске. Точно так же я взяла центральный листик по переду, подхватила опять же петельку вон за 2 стеночки, 37 сюда и поставила маркеры. Теперь вот эти петли, они получаются петли рукава, 49 петель от этого маркера до этого. Ну, конечно, потом еще раз просмотрела, все ли правильно ли гармонично узор совпадает. Тут очень важно, чтобы не сместились петельки, пересчитайте несколько раз, чтобы были уверены. И вот когда вы это все наденете на себя уже с маркерами, обратите внимание, вот в вашей плотности вязания достаточно, это примерно попадает вот это место на начало руки. То есть вот, да, петли рукава пойдут. Хотя это не все петли рукава, сейчас еще будет 18 петель, подрез рукава, они тоже пойдут в общее количество. Сюда для рукава и для туловища. Но хотя бы вот так примерно, посмотрите на себе, это расстояние, достаточно ли вам, вот как у меня, этих петель. Или, может быть, нужно куда-то сдвинуть. То есть, по-своему, возможно, распределить. Так, это готово. Теперь, смотрите, значит, будем соединять и переносить петли рукавов на дополнительные спицы. Значит, вот это моя спинка. Я довязываю до первого маркера и соединяю
вот так вот туловище, спинку и перед, набирая при этом 18 петель для подреза. Сейчас я довязываю и включаюсь. Смотрите, вот я довязала. Маркер, в принципе, этот уже можно снять. И сейчас все петли до следующего маркера, петли рукава 49, их переснять на булавки дополнительные или дополнительные спицы. Лучше перенести, если на булавки, то на 3, чтобы потом можно было померить. Значит, вот смотрите, я беру и переношу вот так вот эти петелечки. И этот маркер тоже уже можно убрать. Значит, вот я перенесла. И смотрите, сейчас вот так вот смыкаю. Посмотрела еще раз на свою плотность. Не очень хочется мне это все увлажнять сейчас. Поэтому давайте наберем 20 петель. Не помешают эти две петли. Значит, смотрите, вот так вот. Только очень аккуратно старайтесь. Одна, вторая. То есть подтянули и придерживайте. Третья. И сразу смотрите, чтобы получалась красивая костичка. Пятая. Вот видите, не спешите. Вот так, чтобы ровненько. Набираем 20. 20 петель готовы. И дальше продолжаем вязать. Смыкаем. Вот у меня это петельки переда. Тоже подтягивайте первые вот эти особенно петли, чтобы не растянулось здесь сильно. Все вяжем, вяжем до следующего маркера, где у нас рукав. Потом снимаем эти петли, 49 петель второго рукава на дополнительные спицы или булавки. И вот здесь точно так же поднимаем 20 петель для подреза и смыкаем эти две части. Значит, вот я перенесла, у меня такие спицы есть на леске советской, второй рукав. И вот опять сюда сейчас вот так вот соединю в круг. То есть набираю 20 петель. Теперь опять замыкаю ниточку, подтягиваю очень плотно. Так, вот. И вяжу все по кругу наши перед и спинку. Ну, давайте так, 2-3 сантиметра. Потом нужно обязательно померить. Ну, я меряю. Вот такое вот примерно расстояние я провязала. Перенесла на 2 пары кольцевых спиц и пошла померила. Все меня устраивает, поэтому я вяжу дальше. Так, 32 ряда готовы. И теперь, что я делаю у маркеров? Будем ориентироваться 4 центральные петли и сокращение с двух сторон с наклоном к центру. То есть к этим 4 петлям. Значит, вот эти 2 петли до маркера я поворачиваю и провязываю 2 вместе. Точно так же вы можете провязать одной протяжкой. Вот видите наклон влево к центру. Затем переодеваю маркеры. А он у меня еще и зацепился. Так. И вяжу 4 петли центральные, провязываю. Переодеваем второй маркер. И теперь 2 петли вместе одной лицевой с наклоном сюда, к центру, то есть наклоном вправо. Вот как они лежат. Чуть-чуть подтянуть, если нужно. И просто 2 вместе. Видите, наклон вправо, то есть к нашему центру. Здесь наклон влево, здесь наклон вправо. То есть здесь поворачиваем и провязываем, здесь просто провязываем. Все, вяжем ряд до следующего рукава. И там выполняем точно так же. И затем мы вяжем еще 32 ряда и будем делать следующее приталивание. Точно так же. Итак, смотрим. Первое сокращение вот здесь вот было. Далее 32 ряда. Второе сокращение точно так же. Теперь 22 ряда. И вот здесь сейчас будем делать прибавки. То есть довязываем до первого маркера. И делаем, провязываем лицевую скрещенную из протяжки предыдущего ряда. Можно сделать накид, а потом в следующем ряду провязать его лицевой скрещенной. Как вам будет удобнее. Значит, вот смотрите, протяжка, маркер, вот протяжка. Я ее просто поднимаю. Вот так вот, да, надеть лучше, чтобы
подхватить за заднюю стенку. Ну и, конечно, получилась лицевая скрещенная петля. Вот так вот, видите, чтобы не просто дырочка и провязать накид, а чтобы была лицевая скрещенная петля. Переодеваем маркер, вяжем 4 лицевые петли центральные. Опять переодеваем маркер и точно так же поднимаем протяжку и вот так вот провязываем лицевую скрещенную петлю. Все, сделали 2 прибавки. С другой стороны точно так же. Опять вяжем, значит, сейчас скажу сколько. Ну, тоже 22 ряда. Давайте пусть будет 22 ряда. Делаем последнюю прибавку, и петли возвращаются уже в исходное, ну, то есть количество, исходное количество. Так, я закончила туловище. И сейчас вам покажу, как я закрывала, специально оставила. Но до этого я хочу сказать, что, смотрите, я отметила убавку первую, вторую. Теперь прибавка через 22 ряда. Следующая тоже через 22 ряда. И здесь я провязала 26 рядов. Затем 5 рядов платочной вязки. То есть первый ряд изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И в следующем я закрывала. Изнаночные петельки я здесь вязала, эти классические, они у меня более плотно получаются. И, кстати, я перевязывала, потому что первый раз начала вязать бабушкиными изнаночными, а вот когда связала, перевязала, вернее, классическими, видите, какой у меня довольно длинный остался конец. Ну, то есть получается лишняя пряжа, потому что количество рядов я вязала одинаковое. Это я к тому хочу сказать, что у меня классические петли более плотные. И видите, экономия пряжи получается. Хотя результат, в принципе, такой же. Ну, может быть, оно не так растягиваться будет полотно, но результат нормальный. Так, смотрите, я снимаю вторую петлю, провязываю лицевой и протягиваю. Вот такие протяжки по всему ряду. Это так я закрыла. Теперь смотрите, вот последняя петля, чтобы видно. И вот первая петля. Вот она, птичка. Видите, обе стеночки. Если получится спицей, я сейчас подену. Да, получилось спица. Если нет, берите крючок. Значит, вот протянули и протягиваем эту петлю через основную, которая на правой спице. Вот, видите, все, закрыли. Так, все нормально, хорошо. Теперь лучше, конечно, взять крючок. Секунду, потому что им будет удобнее. Значит, вот последняя петля. И ее мы закрепляем, вот буквально, смотрите, да хоть и на втором или третьем ряду. Подхватываете его. Конечно, опять протягиваем петельку сюда и уже в основную. Вот так вот, видите, чтобы на изнанку буквально эта петелька легла. Затем еще одну затягиваем, обрезаем наш край нити, конец, вернее, да? Вот так вот. Вот видите, все осталось на изнанку. А по лицу это будет вот так практически незаметно. И теперь вот этот вот кончик я уже не буду показывать. Но вот смотрите, изнаночный ряд наш, вернее петельки изнаночные. Вот в эту змейку, буквально вот под эту, например, стеночку, потом под эту, следующую. Ну вот так вот змейкой вот этот край и уложить. Все. И, конечно, точно так же делать на рукавах. Приступаем к нашему рукаву. Значит, вот я перенесла эти петли, которые были на дополнительных булавках. И сейчас я подниму вот этот вот подрез. Здесь 20 петель, но я еще по 2 петли по краям подниму. Потому что вот здесь вот такое место, получаются дырочки. И нужно, ну как получится, нужно под 2 стеночки поднять, ну, 1-2 петли. Как, смотрите, у вас выглядит вот этот вот край. Ориентируйтесь. Значит, вот смотрите, одну лицевую я и буквально, видите, в полотно не под саму ниточку, которая, да, крайняя, а вот буквально вот так вот под 2 стеночки я поднимаю вторую. И теперь иду по
дополнительным петлям тоже под 2 ниточки поднимаю. Сейчас одну так, а вторую покажу, может быть лучше, она выразительнее. Вот смотрите, крайняя ниточка, но я ей вот здесь вот еще подхватываю и провязываю весь ряд. Вот видите, поднимаю и провязываю сразу лицевыми. Вот так вот иду постепенно, вот видите, и поднимаю. Ну, получится 24 петли и плюс те петли, которые были в ожидании после кокетки нашей. Значит, провязываем вот так вот лицевой ряд 1, далее с этого места второй изнаночными петлями, опять лицевыми, опять изнаночными, лицевыми и изнаночными. То есть те же 5 рядов платочной вязки заканчиваем изнаночным рядом и закрываем, как и в случае вот с низом топика, вот в следующем лицевом ряду провязываем лицевыми и делаем протяжки. Ну все, спасибо за внимание, за участие. Пожалуйста, вяжите, носите с удовольствием, подписывайтесь, и всегда-всегда вам рада.